В мрачных стенах палаты номер 323 разносились отчаянные звуки, сдержанные всхлипывания матери и тихое, еле слышное дыхание ее 6-летней дочери, Леры. Девочка лежала на больничной койке, ее бледное лицо едва ли выдавалось из-под одеяла, а пульс был настолько слаб, что казалось, жизнь покидает ее. Мать Алина не знала, как помочь. Каждый день ее надежда угасала все больше, как пламя свечи, поглощаемое тьмой. Алина сидела у койки Леры, в отчаянии размышляя о том, как много они пережили вместе. Она скучала по смеху дочери и радости, которая всегда наполняла их дом. Ее мысли крутились вокруг вопросов, что она могла сделать иначе. Если бы она только могла отдать свою жизнь за жизнь своей дочери, она бы сделала это без колебаний. Но реальность была суровой. Лера нуждалась в помощи, и эта помощь могла прийти только изнутри. Однажды, когда сумерки окутывали больничные коридоры, в палату вошел черно-белый пес, которого звали Черныш. Шершавая шерсть сверкала как тень на фоне белого света. Врач, проходивший мимо, остановился на мгновение, удивленно приподняв брови, но, к его счастью, Черныш знал, куда ему идти. Он встал у койки Леры и осторожно положил одну лапу на ее ладонь. В этот момент что-то вдруг изменилось. Лера, словно почувствовав тепло этой сущности, шевельнулась и прошептала: «Ты здесь». Врач и медсестра, находившиеся в палате, обменялись взглядами, не в силах поверить в происходящее. Пульс Леры выровнялся, и хотя бы на мгновение в ее глазах заблестела искорка жизни. С той минуты палата номер 323 стала особенной. Тишина здесь стала громче слов, когда Лера начала рисовать. Ее ватные пальцы захватили карандаш, и она начала создавать на бумаге произведения, которые отражали ее внутренний мир, яркие круги и загадочные тени, которые, казалось, были частью ее страхов и надежд. Черный же, спокойный и сосредоточенный, следил за углом палаты, где обитали неведомые тени. Часто Алина замечала, как Черныш, казалось, чувствует то, что недоступно человеческому восприятию. Каждую ночь любой звук, любой шорох заставлял его насторожиться, и он готовился защищать свою юную подругу, как истинный рыцарь. Эта связь между Лерой и Чернышем была удивительной. Девочка находила в этом псе не только надежду, но и верного друга, который понимал ее лучше, чем кто-либо другой. Ночью все менялось. Как только свет падал на пол, Черныш, его шерсть вставая дыбом, ощущал то, чего не ощущали люди. Врачи отмечали улучшения в показателях Леры, но под этим успехом таилось нечто большее. Лера однажды призналась, что Черныш знает нечто, чего не знают другие. Эту мысль не могли не насторожить. Но с приходом тьмы пришли и страхи. В 4:20 ночи, когда все вокруг засыпало, Черныш вдруг начал реагировать на мрак угла, в котором нечто зловещее казалось на грани осязаемости. Лера напряглась. Ее маленькое тело дрожало. Внезапно, словно в ответ на этот страх, лампа в палате лопнула, погрузив комнату в полную темноту. Черныш встал на защиту, ударяя в пустоту, и его лай разнесся по коридорам больницы. Алина вскочила, трясущимися руками нащупывая трубки и мониторы. «Что происходит?» – прошептала она, паникуя. Доктор Евгений Алексеевич, лечащий врач, быстро подошел к пациентам и включил вспомогательные лампы, которые снова наполнили комнату тусклым светом. «Все под контролем», — успокоил он ее, хотя его лицо выдавало беспокойство. С рассветом пришли тихие изменения.
Лера стала вести себя иначе. Она смотрела на угол комнаты с уважением и, судя по всему, с пониманием. Доктор Евгений Алексеевич, наблюдая за изменениями, записывал поведение Черныша. Алина, которая не отходила от дочери, начала осознавать, что Лера изменилась, как будто пробудилась от долгого сна. Несколько дней спустя Лера начала забывать о своих страхах. Ее пальцы сжимали простыню с силой, будто в них снова зарождалась жизнь. Черныш не покидал ее ни на шаг. Его теплый взгляд следил за каждым движением. Врачи стали обсуждать между собой, как Лера пришла в себя. Ходили разговоры о чуде. Все в больнице начали говорить о том, что происходит. Одной из медсестер Екатериной было очень интересно, что происходит в палате. Она не могла не вспомнить другую девочку, Диану, которую спас черно-белый пес. Лера тем временем рисовала по-прежнему. Ее изображения становились все более яркими, а тени на бумаге менее пугающими. Врачи однозначно заметили, что чем дольше Черныш оставался с Лерой, тем сильнее она возвращалась к жизни. Каждый раз, когда Лера создавала новые рисунки, Алина чувствовала, как в ее сердце вспыхивает надежда. Девочка рисовала все, начиная от цветущих деревьев до веселых животных, и, впечатляясь их красотой, мать заметила, как постепенно исчезает страх. Лера вновь становилась той девочкой, которую Алина знала. Смех и радость вернулись в ее жизнь, пусть и пока в ограниченной степени. Но палата номер 323 не была просто местом выздоровления. Она стала местом, где жизнь пересекалась с чем-то иным. В воздухе ощущалась напряженность, холод, который пронизывал душу. И Черныш, видя тени в углу, вновь поднимал шерсть, готовясь к вечеру, когда они вновь встречались с той мрачной сущностью. Так, однажды ночью в палате стало холодно, лампы начали мигать, а тени шевелились, как будто кто-то искал способ войти. Черныш, как истинный страж, сидел у ног Леры, его глаза были полны решимости. Лера, просыпаясь, гладила его шерсть и шептала: «Все будет хорошо». Ее доверие к Чернышу придавало ей сил. Вскоре Лера произнесла: «Оно вернулось», и ее голос звучал твердо, как лед. Лампы потускнели, и холод заполнил палату. Монитор запищал, когда пульс Леры участился, и в эту минуту Черныш рванулся, словно предчувствуя опасность. Лай его пронзил тишину, разрывая паутину страха, а когда он ударил лапой в пустоту, воздух стал легче и теплее, и лампы вдруг загорелись ярче. На следующий день врачи заметили, что Лера уже не выглядела такой слабой. Ее глаза горели, и хотя она рисовала меньше, но пальцы все еще искали шерсть Черныша. Доктор Евгений Алексеевич, наблюдая за происходящим, начал записывать изменения у себя в блокноте, но записи уже не имели чисто научного характера. Екатерина, подмечая необычность ситуации, все больше приходила к выводу, что Черныш — это не просто пес. Как-то раз Екатерина, зайдя в палату к Лере, заметила, как девочка сидела, окруженная цветными рисунками, которые на этот раз изображали не просто тени, а яркие картины. Лера с гордостью показывала свои творения, и медсестра поняла, что каждый из них был свидетельством ее выздоровления. Лера мудро взглянула на свою подругу. «Черныш говорит мне, что все хорошо». Екатерина осталась в замешательстве. Ведь в ее глазах черно-белый пес стал чем-то большим, чем просто собакой. Постепенно палата номер 323 получила статус легенды. Тепло, исходящее от Леры и Черныша, победило холод. Лера уже могла ходить, держась за руку Алины, а ее рисунки больше не изображали ужасные тени. Это стало символом надежды для всех пациентов и сотрудников больницы. Вместе с Чернышем они создавали атмосферу, полную света, где тьма больше не имела власти. И вот однажды Екатерина принесла конверт с фотографией девочки,
которая была удивительно похожа на Леру. На обороте значилось 1973, палата номер 323. Доктор Евгений Алексеевич подтвердил слухи, что раз в 10 лет в этой палате появляется черныш, и каждый раз кто-то выживает. Это известие поразило всех, и все сразу поняли, что нечто великое и мистическое находилось в этой палате. День выписки наступил быстро. В больнице царила тишина, прощальная, но спокойная. Лера вместе с Алисой покинули ее, и черныш шел рядом. Его шаги были бесшумны, словно снег. Никто не знал, был ли черныш просто псом или частью чего-то более загадочного, стражем, что возвращался, когда тьма приходила за теми, кто слаб. Палата номер 323 останется в их сердцах навсегда, как место, где встретились жизнь и тьма, и где любовь и преданность способны победить даже самые страшные страхи. Легенда о черныше и Лере будет передаваться из уст в уста, вдохновляя и даруя надежду тем, кто столкнулся с тьмой. Подписывайтесь на канал, здесь каждый день выходит много интересных историй.